чтобы что-то такое изменилось. Пока этого не будет, то ничего не изменится. Так что это вот ответ на эти вопросы. Следующий вопрос. Ваше мнение при ввозе в Россию пояса Богородицы, какова цель этого явления? Ну как? О Генри есть хороший рассказ. Трес, который лопнул, кажется, да? Не помню. Я название, может, забыл, но все такого. Они приезжали в маленькие городки, ну, в Америке называют городками, там 200-300 жителей, тоже город. И говорит, там вот есть тайна, которую ты узнаешь и так далее. Плати $1. В то время доллар был большой цену имел. Человек заходил в палатку, там зеркало, и внизу написано, ты дурак. Но неужели ты хочешь быть дураком только один? И человек выходил, и ничего не говорил, что там увидел чудо. И так, правда, до тех пор, пока все жители не пройдут, когда все станут дураками одинаковыми. Вот когда все стоят в одном положении, вот тогда тем нужно было вовремя смыться, собрав эти доллары, и удрать вовремя, чтобы их не поймали. Но пока все дураками не станут. Ну, цель такая же. Потому что сколько людей погибло в очереди, я думаю, очень много. Умерло людей, знаете, там сколько толпы были, стояли людей. Сколько их увезла скорая, об этом ни одного слова. А вот хоть одного человека спасла эта вещь, во-первых, никакого отношения к поясу Богородицы это не имеет. Таких поясов по миру гуляет очень много. Ну, я представляю, вы представьте объем талии Богородицы. Это какой должен длинный быть пояс, если все кусочки сложить в одно целое, чтобы получился ее пояс. Ну, может, она американша была, но это шутка, но тем не менее, в каждой шутке есть доля шутки. Дело в том, что это просто пытается создать, так же, как вот, крестовые хода идут, там у людей улучшения есть какие-то, люди с костылей встают, без костылей идут. И такие тоже случаи бывают. Но это происходит не из-за того, что они исцеляются во время крестового хода, а из-за того, что вот собирается огромная толпа, вот энергетика это собирается, и вот человек, который предрасположен к трансу, он может войти в экстаз, и вот эта энергетика ему дает возможность на некоторое время почувствовать себя как-то себе нормально. Он может пройти без кострей и так далее, и так далее. Но через некоторое время у этого человека все возвращается туда же, где и было. И самое интересное, у них уже профессиональные калеки, то есть каждый ход одни и те же возвращаются к жизни. Раз и опять. И те же самые, и те же самые. Потому что, извините, как иногда, знаете, люди себя, есть люди, которые могут себя очень сильно внушать. Как вот, войдя, так сказать, в экстаз религиозный, люди могут представить, что у них открываются раны, как у Христа, когда прибивали, да? И появляются раны. И это чудо церковь признает чудом, да? Но самое смешное, что в большинстве случаев люди-то представляют раны там, где они видят, как на картинах изображено, на иконах и так далее, что вот здесь раны. Но это бред сивой кобылы. Потому что если пробить здесь, здесь ничего не держит. Любой рывок человека просто разорвется ткань, и человек слетит с этого. Пробивали всегда вот здесь, между локтевой и лучевой костью. В этом случае человек уж никак не сорвется. Но почему-то ни одного здесь не появилось. Почему-то всех вот здесь. Ну, кажется, венок, там, понятное дело, голова у нас одна. И венок одевать в другом месте. Но у кого-то, может, голова тут находится. Но там я не видел, никого не появлялись, не слышал. Вот, но то, что всех, так сказать, псевдо-христов, так сказать, которые говорят, у них рана открывается здесь. И потому что это дезинформация или не точно, потому что художники не знали анатомию хорошо. Это потом только Леонардо да Винчи стал изучать в его время. Это он, может быть, изучал. А все остальные это не изучали. Вот как им говорили, что пробили руки. Так, вот, и все. Вот понимаете, вопрос. Если бы это была правда,
только у них должно появляться рано здесь бы, да? А появляется там, где все думают, что они должны быть. Что это? Самовнушение. Люди такие есть, их малый процент. Такие люди могут находиться в состоянии, что вот им можно внушить, что вот сейчас к ним прикоснуться горячим предметом, утюгом, и они не видят, конечно, ничего, им просто говорят об этом, и что им будет очень больно, им прикасаются карандашом, вместе касания карандаша или просто холодным предметом, у них ожог возникает. Представляете, как человек может сам себе внушить? Является это чудом. Это просто чудо психики человека, да. Но никакого отношения к божественному началу и к Богу это не имеет, как вы понимаете. Так что вот поиск Богородицы, понимаете, знаете, как всегда, для того, чтобы говорить о чем-то, нужно иметь доказательства, правильно? Вот человек был больной, он приложился к поясу и выздоровел. До этого у него есть данные, что он больной, то есть полное медицинское обследование, где у него присутствуют какие-то проблемы, а потом он прикоснулся, и это исчезло. И есть медицинские данные, что этого нет. И что вы думаете? Хоть одно такое доказательство есть? Слышали? Только разговоры. По крайней мере, когда вот, не знаю, знаете или нет, по крайней мере, как не сопротивляются вынуждены в американских журналах были, в принципе, опубликованы несколько статей о моих результатах. Не смогли просто ничего придумать, чтобы объяснить по-другому. Вы думаете, просто так? Нет. Были все медицинские данные. Не мои данные, а просто тесты, результаты рентгенов, анализов крови и так далее, магнитно-ядерного резонанса и тому подобного. До того, как и в процессе, потому что это не в один момент, а в процессе было постепенно, как происходили вещи и так далее, были напечатаны. И что, молчат, как будто ничего нет. Потому что это им невыгодно. А вот если бы я бы заявил, что это Господь Бог через меня прошел, и это самая воля Божья и так далее. Понимаете, да? Не говори, а ты видишь, что ты или через тебя Бог действует, или что Мессия, или что ты сам Бог, все побегут с тобой. А зачем это нужно? Я не Господь Бог и не Мессия, и таковым не являюсь, не собираюсь быть на руку каким-то проходимцам. Вот, понимаете, вот это является проходимцем. Даже если какие-то вещи происходят, то это не связано никаким образом ни с божественной природой, пояса и так далее. Потому что в многих случаях я делаю некоторые вещи, касаясь предмета воды, допустим, человек пьет, и у него исчезают многие болезни. Чуда нет. Просто я создаю программу, которая заставляет делать то, что оно происходит. Никакого чуда в этом нет. Знание, да, но чуда нет. А вот когда невежество, когда людей погружают в незнание, вот здесь они процветают очень хорошо. Показываешь такую вещь, когда, допустим, гроб Махабена висит в воздухе, знаете, да? А он-то не железный, знаете, да? Гроб. А если положили в деревянный гроб, его тело переложили, он бы не висел в воздухе. Знаете почему? Потому что там, где этот гроб висит в воздухе, находится мощные залежи магнитного железняка. Не нужно объяснять, что такое. Естественно, что металл гроба намагнитился, и вы знаете, что над магнитом, может, поезда летают сейчас, правильно? Не касается предмета, зависают. Есть чудо в этом? Нет. Но в те времена, когда люди ни черта не знали об этом, но те, кто делал, прекрасно знали, для тех, кто это не понимал, чудо висит в воздухе. Правильно же? Чудо? Конечно, чудо.